Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости канала. Меня зовут Надежда, и вы на моем канале Мир веселых петелек. Сегодня у нас с вами очередной мастер-класс. Мы будем вязать вот таких девочек-цветочниц. Очень такой интересный декор. Его можно поставить в детской комнате, можно подарить как подарок. Высота наших цветочниц вместе с цветочками 20 сантиметров. Без цветочек где-то 15-14 сантиметров. Вязать их можно в любом цвете. Просто вам нужно сочетание светлого и любой цвет, который у вас есть. Ниточки также можно использовать любые на ваше усмотрение. Давайте я их поверну. У меня их две. Одна у нас связана в розовом цвете, вторая в оранжевом. Я вам поближе их покажу. И вторая. Ниточек нужно совсем немного. Давайте я вам расскажу, что нам понадобится. В зависимости от того, каким цветом вы будете вязать, можно взять розовый, оранжевый, либо какой-то другой цвет. Уйдет совсем немножко, грамм 20 идет, 20-25 наверх и на низ. Вверх вот нужно будет взять более светлую ниточку. И на донышко, вот на само донышко, я взяла потемнее нитку. Также здесь, и давайте вот здесь покажу. Можно там любую ниточку взять. Вязать мы с вами будем, как обычно, крючком 1,75. Также нам с вами понадобятся глазки. У меня глазки 11 сантиметров. Извиняюсь, 1 сантиметр. Так, для глазок нам еще нужен будет фетр. Сейчас я вам покажу. Вот белый фетр. То есть мы с вами будем вырезать белок и глазки. Также для оформления личика у меня вот такие вот наклеечки для текстильных куколок. Если у вас нету, значит все губки можно будет вышить, бровки. Так, что еще? Еще нам нужно будет с вами вот такой пластик. Это на донышко, чтобы цветочницы наши хорошо стояли. Еще я использовала кружева. Это тоже любые на ваше усмотрение, где-то около 20 сантиметров. Конечно, нам нужно будет клей, чтобы приклеивать глазки, ножницы, большая иголочка. Так, еще что? Наполнитель. И также вот для оформления цветочниц, то есть это вот цветы, либо какие-то любые другие композиции. Все я вам рассказала. Давайте начнем вязать. Закрепляем ниточку и набираем 50 воздушных петель. 1, 2, 50. Набрали мы с вами цепочку из воздушных петель 50 у нас. Теперь нам эту цепочку нужно будет соединить. Смотрите, чтобы она не перевернулась. Соединяем соединительным столбиком. Ставим маркер и провязываем 4 ряда по 50 столбиков. Провязали мы с вами 4 ряда. Вяжем следующий 5-й ряд. В этом ряду у нас с вами 2 прибавки. Провязываете 24 столбика, делаете 1 прибавку. И еще 24 столбика, вторую прибавку. У нас с вами получится 52 столбика. И следующий 6-й и 7-й ряд вы вяжете без изменения по 52 столбика. 8-й ряд. В этом ряду у нас опять с вами 2 прибавки.
Прибавку мы делаем через 25 столбиков. Провязываете 25 столбиков, делаете одну прибавку, и еще 25 столбиков, вторую прибавку. У нас с вами получится 54 столбика. И 9 ряд мы вяжем без изменения по 54 столбика. 10 ряд. В этом ряду у нас с вами 2 прибавки. Прибавку мы делаем через 26 столбиков. Провязываете 26 столбиков и делаете прибавку. У нас 2 прибавки, и по окончанию ряда 56 столбиков. И следующий 11 ряд вы вяжете без изменения по 56 столбиков. 12 ряд. В этом ряду у нас с вами 4 прибавки. Прибавку мы будем делать через 13 столбиков. Провязываете 13 столбиков и делаете прибавку. У нас 4 прибавки, и по окончанию ряда 60 столбиков. Следующий 13 ряд вы вяжете без изменения 60 столбиков. 14 ряд. В этом ряду у нас с вами 2 прибавки. Прибавку мы делаем через 29 столбиков. Провязываете 29 столбиков, делаете одну прибавку, и еще 29 столбиков, вторую прибавку. У нас с вами получится 62 столбика. И следующий 15 ряд мы вяжем без изменения 62 столбика. 16 ряд. В этом ряду 2 прибавки. Прибавку делаем через 30 столбиков. Провязываете 30 столбиков первую прибавку, еще 30 столбиков вторую прибавку. И у нас получится 64 столбика. И следующий 17 ряд мы вяжем без изменения 64 столбика. 18 ряд. В этом ряду у нас опять 2 прибавки. Прибавку мы будем делать через 31 столбик. Провязываете 31 столбик, делаете одну прибавку, и еще 31 столбик, вторую прибавку. И у нас с вами получится 66 столбиков. И следующий 19 ряд мы вяжем без изменения 66 столбиков. 20 ряд. Провязываем 14 столбиков. 14. Провязали 14 столбиков. Теперь берем вот такую вот ниточку беленькую, подсоединяем. Оранжевую нитку мы с вами обрезать не будем. Вот этот хвостик можно будет проложить сверху, чтобы зафиксировать. Делаем 2 воздушных петли. Раз, два. Если вам неудобно вязать этим крючком, возьмите крючок чуть-чуть побольше. Этот ряд мы будем с вами вязать за передние полупетельки. Вот за эти петельки. Давайте я вам покажу, чтобы было видно. Вот за эти петельки. Этот ряд мы будем с вами вязать столбиками с одним накидом. Делаем накид, захватываем переднюю полупетельку и провязываем столбик. Опять делаем накид, провязываем столбик. Итак, мы с вами провязываем полностью весь ряд. Провязали мы с вами ряд. Делаем соединительный столбик. Крючок можно в любую петельку. Так, сейчас закрепим. И ниточку потом спрячем. Можно ее сразу вывести. Все, она там у нас внизу будет. Так, оранжевую ниточку мы с вами не обрезали. Значит, теперь мы вот этот ряд, у нас с вами также осталось 66 столбиков. Вот этот ряд мы сейчас с вами будем вязать за задние вот эти полупетельки. Петельку поднимем и провязываем 66 столбиков. И дальше 6 рядов вы вяжете тоже по 66 столбиков, но уже будете вязать за обе петельки. Провязали мы с вами наши ряды.
Если хотите повыше сделать, значит можно еще добавить 1-2 ряда. Маркер вот этот мы оставим, этот извлекаем, он нам не нужен. Петельку вытягиваем и оставляем длинную ниточку, обрезаем. Для чего? Для того, что когда мы свяжем донышком, нам нужно будет его соединить. Я подлиннее оставлю нитку. Мы с вами связали низ, дальше будем вязать вверх. Берем светлую ниточку, подсоединяем ее. Вот этот хвостик прокладываем сверху, чтобы закрепить. И у нас с вами вот здесь по кругу 50 столбиков. Нам нужно провязать 3 ряда по 50 столбиков. Провязали мы с вами 3 ряда по 50 столбиков. Я поставила маркер. Будем считать сначала, что это 1, 2, 3 ряда. Следующий у нас получится 4-й ряд. Провязываем 24 столбика, делаем одну прибавку. И еще 24 столбика, делаем вторую прибавку. И у нас с вами получится по кругу 52 столбика. И следующий 5-й ряд мы вяжем без изменения по 52 столбика. 6-й ряд. Делаем прибавку через 25 столбиков. Провязываете 25 столбиков, делаете первую прибавку, еще 25 столбиков, вторую прибавку. И у нас с вами получится 54 столбика. И следующий 7-й ряд мы вяжем без изменения 54 столбика. 8-й ряд. Делаем прибавку через 26 столбиков. Провязываете 26 столбиков, делаете первую прибавку, еще 26 столбиков, вторую прибавку. И у нас с вами получится 56 столбиков. И следующий 9-й ряд мы вяжем без изменения 56 столбиков. 10-й ряд. В этом ряду у нас с вами 4 прибавки. Прибавку мы делаем через 13 столбиков. Провязываете 13 столбиков и делаете прибавку. У нас получится с вами 4 прибавки и по окончанию ряда 60 столбиков. И следующий 11-й ряд мы вяжем без изменения 60 столбиков. 12-й ряд. В этом ряду у нас с вами 2 прибавки. Прибавку мы делаем через 29 столбиков. Провязываете 29 столбиков, делаете первую прибавку. И еще 29 столбиков, вторую прибавку. И у нас с вами получится 62 столбика. Когда сделаете этот ряд с прибавками, дальше провязываете подряд 6 рядов по 62 столбика. Провязали мы с вами 6 рядов. Вяжем следующий ряд. Провязываем 47 столбиков. Меняем ниточку на нитку оранжевого цвета и довязываем ряд до конца. У нас с вами поменяли мы вот ниточку. У нас с вами 62 столбика. И следующий ряд мы вяжем также 62 столбика за передние полупетельки. Вот за эти первые петельки. Провязываем целиком ряд. Следующий ряд мы с вами вяжем также 62 столбика, но вяжем уже за обе петельки. Довязали мы с вами ряд до конца. Делаем соединительный столбик, ниточку обрезаем, закрепляем. Так, сейчас мы вот так вот завернем вверх. Вот эту ниточку нужно будет спрятать вовнутрь. Вот она. Сюда. Так, и здесь еще пару стежков, и туда вовнутрь ее запрячете.
Вверх мы с вами связали. Давайте я все-таки уберу, мне не нравится. Некрасиво. И еще сюда вот стежок. Все. Она там у нас внутри. Маркер извлекаем. Так, все, саму основу мы с вами связали. Дальше мы с вами сейчас будем вязать донышко. Дальше мы с вами вяжем донышко. Я взяла нитку потемнее. Можете взять любую подходящую вам по цвету. Делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков. Раз, 6. Колечко затягиваем. Ставим маркер и вяжем первый прибавочный ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. И у нас с вами по окончанию ряда получится 12 столбиков. Первую петельку провязываем 2 столбика. Это у нас с вами будет первая прибавка. Второй ряд. В этом ряду у нас с вами 6 прибавок. Прибавку мы делаем через 1 столбик. Провязываете столбик и делаете прибавку. У нас 6 прибавок, и по окончанию ряда получится 18 столбиков. Третий ряд. У нас также 6 прибавок. Прибавку делаем через 2 столбика. Провязываете 2 столбика и делаете прибавку. У нас 6 прибавок, и по окончанию ряда получится 24 столбика. Четвертый ряд. Делаем прибавку через 3 столбика. Провязываете 3 столбика и делаете прибавку. У нас 6 прибавок, и по окончанию ряда 30 столбиков. Пятый ряд. Делаем прибавку через 4 столбика. Провязываете 4 столбика и делаете прибавку. У нас 6 прибавок, и по окончанию ряда 36 столбиков. Следующие ряды у нас с вами также прибавочные. Вязать их будете вы самостоятельно. Шестой ряд вы делаете прибавки через 5 столбиков. Седьмой ряд через 6 столбиков. Восьмой ряд через 7 столбиков. Девятый ряд через 8 столбиков. И 10 ряд через 9 столбиков. Когда вы сделаете все прибавки, у вас с вами по кругу получится 66 столбиков. И там следующий 11 ряд провязываете без изменения 66 столбиков. Связали мы с вами донышко. Ниточку закрепляем, делаем соединительный столбик. Нитку обрезаем и закрепляем. Так, маркер извлекаем. И теперь нам нужно будет вырезать донышко из пластика. Вот у меня уже вырезано донышко. Прикладываете то, что мы с вами связали, и вырезаете. Теперь мы с вами свяжем ручки. Берем светлую нитку, делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков. Раз, 6. Колечко затягиваем. Ставим маркер, колечко хорошо подтягивайте. Вяжем первый ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. И по окончании ряда у нас с вами получится 12 столбиков. Второй ряд. Вяжем без изменения 12 столбиков. Третий ряд. В этом ряду у нас с вами убавки. Провязываем 2 столбика, делаем первую убавку, еще 2 столбика вторую убавку и еще 2 столбика третью убавку. И у нас с вами получится 9 столбиков. Мы с вами сделали убавочный ряд. У нас по кругу 9 столбиков.
Из следующих 12 рядов мы вяжем без изменения по 9 столбиков. И по ходу вязания добавляйте наполнитель. Много добавлять наполнителя не нужно, чтобы ручка сгибалась. Провязали 12 рядов. Ручка готова. Я вот здесь вначале побольше добавила наполнитель. Здесь вот совсем маленечко. Ручка, видите, гнется. Извлекаем маркер. Он нам не нужен. Складываем ручку пополам. И сейчас будем вязать за обе петельки, соединять ее. Вставляем с этой стороны. Так, и с этой стороны петельку. И провязываем их вместе. Вот так опять с этой стороны подхватываем. И с другой стороны. Так, 2. Так, и еще одну. А здесь можно вообще просто сделать соединительный столбик. Ниточку оставим, обрежем, оставим для пришивания. Можно будет этой ниточкой пришить, потом я вам покажу. Можно обычной швейной. Кому как удобнее. Все, вот она, наша ручка одна готова. Точно такую же вторую вы вяжете самостоятельно. Вяжем ножки. Делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков. 1, 6. Колечко затягиваем. Вяжем первый прибавочный ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. И по окончании ряда у нас получится 12 столбиков. Второй ряд. Вяжем без изменения 12 столбиков. Третий ряд. В этом ряду у нас с вами 3 прибавки. Прибавку делаем через 3 столбика. Провязываете 3 столбика первую прибавку, еще 3 столбика вторую прибавку и еще 3 столбика третью прибавку. И у нас с вами получится 15 столбиков. И следующий четвертый ряд мы вяжем без изменения 15 столбиков. Пятый ряд. В этом ряду у нас с вами 3 убавки. Убавки делаем через 3 столбика. Провязываем 3 столбика первую убавку, еще 3 столбика вторую убавку, еще 3 столбика третью убавку. И у нас с вами получится 12 столбиков. Мы с вами сделали убавки. У нас по кругу 12 столбиков. И следующие 14 рядов мы вяжем без изменения по 12 столбиков. И по ходу вязания не забывайте добавлять наполнитель. Набивайте точно так же по плотности, как и ручку. Провязали 14 рядов. Ножку я вот набила наполнителем. И здесь точно так же соединила, как и на ручке. И оставила ниточку для пришивания. Вторую ножку вы вяжете самостоятельно. Связали мы с вами ножки. Теперь мы их прикладываем. Давайте покажу. Вот так вот одну и вторую. И пришиваем. Ножки у нас вот так должны болтаться. Ножки пришили. Вот такие вот у нас болтаются. Сейчас мы с вами будем подсоединять донышко. Мы оставляли длинную нитку. Прикладываем и будем соединять прямо петелька с петелькой. Вставляем крючок сюда. И теперь на донышко. И провязываем вместе. Опять вставляем в эту петельку.
Здесь на донышке не пропускаете. У нас одинаковое количество петелек. И так соединяем. Соединяем половина донышка. То есть половина соединяем и встречаемся. Соединили мы половину донышка. Я пока крючок уберу. Теперь берем пластмассовое наше донышко, вставляем. Здесь, когда вяжете, подтягивайте. И также до конца соединяем. Вместе уже с пластмассовым донышком. Подсоединили мы донышко. Делаем соединительный столбик. Ниточку закрепляем. И прячем ее вовнутрь. Можно вставить в иголочку и туда ее. Можно с помощью крючка. Как вам удобно. Донышко мы разравниваем, чтобы оно ровно легло. И теперь мы с вами до половины набиваем наполнителем. Плотность набивки средняя. Сейчас мы сразу еще украсим нашу цветочницу. Берем любые кружева, которые у вас есть. Замеряем по талии. Это у нас будет талия. Вот так вот обрезаете. Можно пришить, можно приклеить клеем. Я клею. Намажу вот здесь и приклею. Аккуратненько, оно будет смотреться красиво. Сделайте кружева. Потом, сейчас вот я подержу, вам покажу сразу, что там ничего сложного нету. Берем ручки и сверху, с одной стороны, вот так, и с другой, прямо сверху поверху кружавчиков пришиваем. У нас вот так должно получиться. Вот что у нас с вами получилось. Сейчас мы еще с вами свяжем вверх. Берем коричневую нитку. Мы с вами вот этот ободочек вязали за передние полупетельки. У нас с вами остались задние полупетельки. Сейчас мы будем подсоединять ниточку за задние полупетельки. В серединке подсоединяйте. Можно вот отсюда. И у нас с вами здесь по кругу 62 столбика. И нам нужно набрать 62 столбика. Провязываем вот так по кругу 62 столбика. Провязали ряд. Ставим маркер. И сейчас будем вязать следующие ряды. Все следующие ряды мы с вами будем вязать за задние полупетельки. Вот за эти петельки. То есть не за 2 петельки будем вязать, а за одну петельку. Ставим маркер. Это у нас получится, мы провязали с вами первый ряд, вяжем второй ряд. В этом ряду у нас с вами 2 убавки. Убавку мы делаем через 29 столбиков. Провязываем 29 столбиков, делаем одну убавку и еще 29 столбиков, вторую убавку. И у нас с вами получится 60 столбиков. Третий ряд. В этом ряду у нас с вами 6 убавок. Убавку мы делаем через 8 столбиков. Провязываем 8 столбиков и делаем убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 54 столбика. Не забываем вязать за задние полупетельки. Четвертый ряд. В этом ряду у нас с вами опять 6 убавок. Убавку мы делаем через 7 столбиков. Провязываете 7 столбиков и делаете убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 48 столбиков. Пятый ряд. Делаем убавку через 6 столбиков. Провязываете 6 столбиков и делаете убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 42 столбика.
Шестой ряд. Убавку делаем через 5 столбиков. Провязываем 5 столбиков и делаем убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 36 столбиков. У нас с вами остался последний убавочный ряд. В этом ряду мы делаем убавку через 4 столбика. Провязываете 4 столбика и делаете убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 30 столбиков. Довяжите ряд до конца, делайте соединительный столбик и ниточку прячем вовнутрь. Все, довязали мы до конца. Теперь нам нужно будет оставшуюся часть туловища набить наполнителем. Плотность набивки средняя и ровно распределяйте наполнитель внутри. Набили мы наполнителем и дальше мы с вами будем оформлять личико. Для начала нам нужно будет вырезать белки в зависимости от ваших зрачков. Я по своему диаметру вырезала, давайте мы линейкой замерим, получается 1,5 сантиметра в высоту и, по-моему, также 1,5 сантиметра в ширину. Нужно будет приклеить. Вырезаем 2 белка из фетра, приклеиваем глазки, приклеим. Так, когда приклеите, пускай они лежат, сохнут. Дальше я буду приклеивать губки и носик. У меня вот такие термонаклеечки для текстильных куколок. Я вырезала ротик вот такой. Ищем середину, прикладываем. Берем утюг. Там есть инструкция, как это все делается. И утюгом на 3-5 секунд буквально прижимаем. Ждем, пока это все приклеится, остынет, и потом снимаем. Я вам покажу, приклею сейчас, и мы будем с вами снимать. Если у вас, так вот у меня еще носик, упали губки. Ну, соответственно, ротик и носик вот такой вот будет. Если у вас нету таких наклеечек, можете вышить. Это уже вы самостоятельно. Так, глазки делаем. Сейчас я губки, носик сделаю, и потом мы с вами встретимся. Я приклеила ротик, носик. Глазки у нас тоже приклеились. Их нужно будет приложить. Сильно большое расстояние между глазками не делайте. Глазки. Еще нужно будет бровки. Либо вышить, либо также приклеить вот эти наклеечки. Все, клеим глазки и делаем бровки еще. Ну вот, приклеила я глазки, бровки. Вот такая у нас получилась девочка-цветочница. Сейчас мы еще оформим ее до конца. У меня вот такие цветочки. Вы можете взять любые, собрать любой букет, какой вам нравится. Нужно его будет собрать. Можно взять клей и все приклеить. Можно сюда суккуленты вставить, тоже будет красиво смотреться. Ну вот мы с вами связали нашу девочку-цветочницу. Давайте мы ее посмотрим. Вот такой интересный у нас с вами получился декор. Его можно поставить в детскую комнату, можно подарить. Такой мастер-класс может связать даже начинающая рукодельница. Мне было очень приятно, что вы вязали вместе со мной. Легких вам петелек. Жду вас на новые мастер-классы.